Современные мотоциклы в стиле ретро уже очень давно пользуются большой популярностью во всем мире, однако только совсем недавно производители стали выпускать подобную технику и для новичков. Сегодня вы увидите десятку новых лучших ретро-мотоциклов с двигателями 125 кубиков, которые можно купить в этом 2023 году. Начнет у нас малокубатурник от французской марки Archive Motorcycle Scrambler SP AM64. 125-кубовая одностволка выдает 9 лошадиных сил на 7000 оборотов в минуту. Сухая масса мотоцикла 136 кг, плюс 11-литровый топливный бак. Максимальная скорость 105 км в час. Мотоцикл также имеет исполнение в стиле кафе-рейсера, цена 3250 евро. На девятом месте британец Herald Scrambler 125. Вседорожный малыш комплектуется одноцилиндровым четырехтактным мотором с воздушным охлаждением, который выдает 10 лошадиных сил. Сухая масса мотоцикла 126 кг, плюс 12-литровый бак. Как положено настоящему скрэмблеру, Herald имеет спецованные колеса, одетые в резину с усиленным протектором. Цена на официальном сайте 2900 фунтов стерлингов, это $3500. Также этот мотоцикл выпускается и в стиле кафе-рейсер. На восьмом месте современное видение ретро-стиля от Benelli, модель Leoncino 125. Его одноцилиндровый моторчик жидкостного охлаждения выдает 13 лошадиных сил максимальной мощности на 9500 оборотов в минуту и 10 ньютон-метров крутящего момента на 8500. Средний заявленный расход топлива 2,2 литра на 100 км. Бак вмещает 12,5 литров топлива. Снаряженная масса 145 кг. Цена начинается от 3500 евро. На седьмом месте еще один француз Mesh Moto Black 7 125. Этот малыш обладает 124-кубовым двигателем жидкостного охлаждения, который выдает 15 лошадиных сил максимальной мощности. Средний заявленный расход топлива 2,1 литра на 100 км. Бак вмещает 12 литров. Сухая масса 137 кг. Максимальная скорость 110 км в час. Цена начинается от 4000 евро. На шестом месте малыш в стиле нео-ретро Brixton Crossfire 125. Его сердцем является 124-кубовый одноцилиндровый двигатель с двумя распредвалами и жидкостным охлаждением, который выдает 15 лошадиных сил максимальной мощности на 9500 оборотов в минуту. В снаряженном состоянии байк весит 149 кг. Средний расход топлива 2,5 литра на 100 км. Бак вмещает 11 литров. Максимальная скорость 100 км в час. Цена от 4000 евро. На пятом месте Fantic Caballero Rally 125, который получил новый 124-кубовый двигатель жидкостного охлаждения мощностью 15 лошадиных сил на 10250 оборотов в минуту, а крутящий момент составляет 11 ньютон-метров на 6500. Средний заявленный расход топлива 2 литра на 100 км. Бак вмещает 11 литров. Сухой вес мотоцикла 130 кг. Цена 4500 евро. На четвертом месте скрэмблер в стиле нео-ретро от уже известного на весь мир китайского производителя Zonte 125 GK. Одностволка жидкостного охлаждения выдает 15 лошадиных сил максимальной мощности на 8500 оборотов в минуту и 13 ньютон-метров крутящего момента на 7000. Средний заявленный расход топлива 2,5 литра. При этом малыш может похвастать большим баком на 17 литров и 17-дюймовыми спецованными колесами, обутыми во вседорожную резину. Цена начинается от 4300 евро.
Открывает тройку лидеров самый маленький представитель модельного ряда Neo Sports Cafe от Honda, модель CB125R. 124-кубовый двигатель выдает почти 15 лошадиных сил максимальной мощности на 10 тысячах оборотов в минуту и 11 ньютон-метров крутящего момента на 8 тысячах. Расход топлива 2,2 литра на 100 километров. Бак вмещает 10 литров. Сухая масса мотоцикла 126 килограмм. Максимальная скорость 130 км в час. Цена около 5000 евро. На втором месте ретро-классик Yamaha XSR 125. Здесь такой же двигатель, что и на моделях MT-125 и R125. Он оснащен усовершенствованной системой управления регулируемыми клапанами Yamaha, которая обеспечивает не только оптимальную мощность в 15 лошадиных сил на 10 тысячах оборотов в минуту и 11,5 ньютон-метров крутящего момента на 8 тысячах, но и быстрое ускорение. Расход топлива 2,1 литра на 100 км. Бак вмещает 10 литров. Сниженная масса 140 кг. Цена от 5000 евро. Ну и лидером топа становится итальянский малыш с невероятной внешностью Mondial HPS 125 Ubiale Limited. Мотоцикл представляет собой специальную лимитированную серию, которая отдает дань уважения чемпиону мира Mondial 1951 года Карло Убиали в 125-кубовом классе на Гран-при. Будет выпущено чуть менее 1000 экземпляров. 124-кубовый двигатель жидкостного охлаждения выдает почти 14 лошадиных сил максимальной мощности и 10,5 ньютон-метров крутящего момента. Сухая масса мотоцикла 133 кг, плюс 9,5 литровый бак. Максимальная скорость 110 км в час. Цена 4500 евро.